Привет, мои дорогие! Такой вопрос здесь на картах Симбалон. Когда он не сумел тебя понять, того человека, кто смотрит это видео. Это правда, что амуры сломали лук и стрелы? И это правда, что вы тогда не смогли остановить часы, то есть все исправить, все изменить? И это правда, что это ваша вина, что вы не смогли его остановить? У нас у всех была такая ситуация в жизни, буквально у каждого человека из нас, у каждой женщины, когда мужчина хотел уйти. И если он остался, вы у себя, может, задаете такой вопрос, у себя спрашиваете, а может, нужно было его просто отпустить? Пусть бы шел, пусть бы делал, что хотел. У меня была такая ситуация, когда я остановила. И всю жизнь я задаю себе вопрос, а зачем? Или, может быть, у вас была такая ситуация, или вы пробовали остановить, но не смогли. И спрашиваете у себя, почему те амуры сломали лук и стрелы? Может быть, что-то могло пойти по-другому, по дороге другой? Если в этом ваша вина, и сложилась бы ваша жизнь лучше, если бы он остался. Я спрошу карт Симбалон. И здесь вы и он, госпожа и господин. Это расклад для вас. Здесь ваши двойники у меня на столе. Давайте узнаем, почему амуры сломали луки стрелы. Ведь на самом деле счастливых вот таких божественных отношений не бывает. Если ваша подружка вам внушает, что она бы не жила по-другому, она счастлива, она вас обманывает. Потому что не бывает отношений счастливых, happy ever after. Не бывает. Каждое отношение это вниз и вверх. Но я спрошу Симбалон именно для вас в тот момент, когда вы смотрите. Если бы вы его остановили тогда, смогли остановить. Интересная карта. День и ночь. Вот день и ночь. И был бы день, и была бы ночь. И все было бы так, как было. Ничего бы не поменялось. Если бы вы его тогда остановили, он бы другим не стал. И была бы день, и была бы ночь. И его было бы наплевательское отношение к вам. Было бы. Это птица Феникс, так называемая, то есть возрождение отношений. Вы надеялись на возрождение отношений, вы надеялись, что он вернется. Вот то, что вы его не остановили, может быть, вы были гордая. И именно птица Феникс, она гордая, она огненная, она не боится сжечь мосты. Вы не боялись сжечь те мосты. Вы хотели свободы, и, может быть, он хотел свободы. Вы хотели свободы от его, может быть, тяжелого характера, или же от его измен, или от его предательств. Вы хотели свободы, может быть, от себя самой, которая зависит от него, может, физически или материально. Вы хотели для себя этой свободы. И он хотел свободы для себя, может быть, от так называемых, по его мнению, ваших придирок. И от так называемых, по его мнению, бытовых моментов, которые мужчине не нужны. Мужчина же он свободный. Эта женщина должна быть в оковах. Для нее это свойственно. Вот так он думал. Вообще теперь мир сошел точно с ума. Я знаю, что будет лучше, но мы вот, знаете, как growth pain, как находимся, весь мир находится в такой боли, подростковой боли, когда люди осознают, что рабство больше не пройдет, рабство женщины в семье, насилие в семье и так далее. Вы знаете, вы хотели с ним жить как с другом, и это правильная жизнь. Вы хотели ему открыть свою душу, как вы открыли бы другу. Вы хотели бы от него не только такого, что он вас использует. Ну, в общем, в отношениях всегда кто-то использует в меньшей, в большей мере. Но вы хотели бы, чтобы он вашу душу понял. И это правильное желание. Это желание современной женщины. Но он не оправдал этого доверия. Он вас не понял. Он вас не понял. В чем дело? Он вас не понял. Это карта испуга, страха. И вы подумали, я боюсь, что я буду старше,
что он меня разлюбит, променяет на молодую. Я боюсь остаться одна с детьми, я боюсь, что я не смогу их поднять. Это вы сами себе говорите, у некоторых такое проиграется. Вы сказали, я боюсь, что он меня не поймет. Или что он меня бросит, что я останусь одна. И поэтому, когда он ушел, вы пошли ва-банк, так называемо, да? Вы дали ему возможность уйти или не дали? В моем случае я не дала возможность уйти. И до сих пор думаю, а что если бы я дала возможность уйти, как бы тогда сложилась моя жизнь? И он оказался, он продолжал быть вампиром. Ушел он или нет, неважно. Не в этом дело, ушел он или нет, он продолжал быть вашим вампиром. То есть, с одной стороны, сладким, а с другой стороны и вампиром. А вы хотели спокойной, счастливой бытовой жизни. Уравновешенной, благополучной, спокойной жизни доверия. Но он не понял, можно сказать, растоптал вашу душу. Не понял вашего намерения. Карта вылетела сама. Вот эта карта «Стратег» — это такая игра в шахматы, да, между вами. Какой ход он сделает, какой ход я сделаю. Это, в принципе, правильно, потому что в отношениях всегда дать и взять. В отношениях всегда, потому что Венера управляет и отношениями, и деньгами. Это всегда товарно-денежно, к сожалению. За что мы продаем и за что покупаем, чем мы готовы пожертвовать в отношениях, своей свободой, своей красотой, своей жизнью, своей молодостью. Что мы должны отдать? Что мы должны отдать в отношения? И что мы готовы принять? И что он готов отдать в отношения? По карте «Стратег» он четко продумывал и продумывает до сих пор каждый свой шаг. И идет война полов, война в доме. Эта карта отражает, что, в принципе, самая сильная война всегда идет между домашними в семье, всегда. Потому что это разные люди. И до тех пор, пока люди будут пытаться навязать другому свою волю, пытаться подчинить другого или пытаться, чтобы другой стал тенью одного или другого, до тех пор будет идти война, потому что ни один человек в мире не готов и не должен стать тенью другого. И мы иногда делаем это подсознательно, а иногда и сознательно. Я вижу, мужчина вполне, возможно, у некоторых проиграется, делал это сознательно, потому что карта «Стратег» — это сознательный поступок. Вот в чем дело. Итак, вопрос такой. Если вы его не остановили, дали ему уйти, правильно ли вы сделали? Вот такой вопрос. У меня карта очень четкий и понятный вопрос. Смотрите, Гермес вас утешает. Вообще Гермес — это личностная планета, это планета взаимодействия с другими людьми. И Гермес вас утешает, говорит, ты все сделала правильно. На самом деле, если вы до сих пор одиноки, может год, 2, 3 или 10 даже, с тех пор, как вы позволили ему уйти, Гермес говорит, что все эти годы вам Вселенная могла дать другого человека, если бы вы отпустили эту боль потери. Потому что возможность была, но не то чтобы вы ее упустили, вы ее просто не видели. Но и сейчас это видео открыло вам глаза, и вы увидели эту возможность. Вот Гермес вам говорит, что у вас впереди опять будет возможность. Высшие силы дают возможность до тех пор, пока мы ее не увидим. И что карты хорошо делают, помогают нам эту возможность увидеть. А теперь следующий вопрос вот такой картам. Если вот вы, моя слушательница, если вы его задержали, если вы его в тот момент, может, у вас ребенок был маленький, тогда у вас были трения, ну что сложно, когда маленький ребенок, например, вы еще живете с родителями, или вы еще не научились понимать друг друга, и он хотел уйти, и вы его задержали. Ради него, ради себя, ради детей и так далее. Или же вы еще даже не имели детей, но вы его удержали каким-то образом, даже магическим, неважно. Никто вас здесь не судит, а судьи кто, да? Если вы его задержали, правильно ли вы сделали? Вопрос такой.
Видите, вы пострадали от того, что вы его задержали, потому что всю свою жизнь вы вспоминаете этот фрагмент из вашей жизни. Всю свою жизнь вы у себя спрашиваете, зачем я это сделала. Интересно, если бы я его не задержала, как бы сложилась моя жизнь, как бы сложилась его жизнь. Вы пострадали от этого своего поступка, который вы сделали ради него, ради детей, но не ради себя. Вы пострадали от этого, потому что всю жизнь вы задаете себе этот роковой вопрос. Зачем я его задержала? Может быть, он не хотел, пусть бы себе шел. Вы пострадали от этого, сильно пострадали. И, может быть, другие сферы в вашей жизни бы открылись, и вы нашли бы себя или в профессии, или в интересном образе жизни, или еще в чем-то. Но в любви здесь был стоп. Здесь действительно амуры сломали луки стрелы, когда вы его задержали. И время все поставило на круги своя. Время поставило точки над «и». Время, это неотвратимое время, показало вам, что, может быть, можно было его отпустить. И тогда почувствовать свободу, которая необходима. Ведь Сатурн дает свободу, но он дает свободу как урок времени. Что вам делать сейчас? У вас впереди будет счастье. Это карта идиллии, семейного счастья. У вас впереди будет много радости, у вас впереди будет взаимопонимание в паре. У вас впереди будет счастье. Вам нужно по этому раскладу верить в это, с ним или без него. Сломали луки, стрелы, амуры или нет, не в этом суть. Суть в том, чтобы оставить прошлое, где ему положено быть. И у многих проиграется эта карта возврат любимого, идиллия в любом возрасте. И у многих других это проиграется как встреча новой любви. Но это карта просто любви. Новой или старой, это не важно. Это карта возврата счастья. Вы еще будете счастливы. Это вам гарантировано по этой карте. Посмотрите. Здесь все четко прописано. Вы еще будете счастливы. Это взаимопонимание, это благоустроенный быт. Это когда, знаете, даже не нужно ничего говорить. Когда вот нам просто удобно с друг другом или молчать, или разговаривать, решать, строить планы, делать дела или не делать дела, отдыхать. Но всегда удобно друг с другом. Нет напряжения, нет головной боли, потому что мы вместе. Нет недосказанности или раздражения. Мы знаем, что когда мы раздражаемся с кем-то, мы раздражаемся прежде всего с собой. Мы недовольны собой. Здесь карта говорит о том, что будьте довольны собой прежде всего. И если вы чувствуете, что идет раздражение на человека, всегда остановитесь и скажите себе: скорее всего, это я так сейчас обижаю и бью изнутри сама себя. Я недовольна собой. Нужно с этим что-то сделать. Очень сложно сделать что-то с другим человеком. Практически невозможно. Но есть магический путь. Вот на этой карте открыт путь. Это начинать с себя. Примириться с собой, быть довольным собой. И по магии, кто знает почему, но магия работает выше нашего с вами понимания. Вы перестанете раздражаться на него, или он перестанет раздражаться на вас. Я здесь вижу возврат отношений, я здесь вижу счастье с ним или без него. У всех проиграется по-разному, но то, что вы будете еще счастливы, это вам просто гарантировано. Друзья мои, вот такая замечательная карта. Я вам желаю счастья, всего самого лучшего. И я знаю точно, что мы скоро и еще очень обязательно увидимся. Пока-пока, мои дорогие. Друзья, высшие силы не оставили нас без помощи. Это ритуальная помощь. Это аффирмации по-современному. Ну, а по-старинному это ритуальная помощь. Когда можно очистить от негатива себя, когда можно начать сначала. Любой ритуал, он действенный. И самые действенные, самые лучшие – это церковные ритуалы. То есть защита от негатива.
себя и своих домашних. Сейчас в это время, когда вы смотрите, скажите свое имя своим голосом. Это будет ваша самая лучшая мантра по моему методу. А также скажите имя вашего любимого человека. И вы хотите почистить ваши отношения. И вы хотите сделать так, чтобы все, что было между вами плохо, неосознанно, то, что сделали другие люди, так называемые третьи лица, или негативные, бытовые, или общественные обстоятельства, или экономические, или политические, любые обстоятельства, которые усложнили ваши отношения. Сейчас подумайте о той ситуации, которая у вас в уме есть, вот то, что вы подозреваете. И сейчас я очищаю ваши отношения от влияния той ситуации, о которой вы знаете. И сейчас я очищаю ваши отношения от той ситуации или третьих лиц, о которых вы ничего не знаете, даже не догадываетесь. То есть всевозможные скрытые факторы. Сейчас я призываю высшие силы самого Творца на очищение вашей пары от любого негатива. Здесь я прошу высшие силы ваших личных ангелов-хранителей помочь вам приобрести счастье в личной жизни. Здесь, в рамках этого видео, в тот момент, когда вы нажали и будет актуально, я прошу высших сил послать вам счастье, дать вам шанс на счастье. И я прошу о ваших ангелов помочь вам воспользоваться этим шансом. Восстановить доверие между вами в семье и доверие к самому себе. Восстановить взаимопонимание. Сделать отношения здоровыми, доверительными, счастливыми. Я прошу почистить меня и всех тех, кто меня сейчас слышит, от любого негативного влияния, колдунов, завистников, негативных людей, привороты, отвороты, кармическая зависимость, джинны, лярвы, подселенцы, сущности, бесы. Вы почищены полностью, и вы ощущаете теперь свободу. Мир сейчас, он темный, поэтому чиститься нужно, как мы ходим в ванную или чистим зубы. Чиститься нужно нам периодически. Поэтому пользуйтесь этим видео. Видео это авторское, поэтому пользоваться его можно только из моего YouTube канала. Только. На скачивание права не даю. Только из моего YouTube канала. Оно будет вам помогать всегда, когда вы его включите. По возможности уважайте монетизацию, потому что так гармонизируется энергия. Вы за это не платите, но уважение от вас требуется. Желаю вам всего самого лучшего.